Добрый день, друзья, товарищи! В эфире обзоры и тесты от Бородача. И я продолжаю тему мужского здоровья. И сегодня отвечаю на вопрос моего зрителя, довольно-таки частый вопрос. Итак, вопрос от Дмитрия Кудрявцева звучит следующим образом. Я не могу понять, почему я быстро кончаю. 1-2 минуты и все. Я слышал, что существует множество причин этого явления, но не могу понять, какая у меня, и как поступать в этом случае, и как лечить. В общем, такие вопросы в том или ином виде задаются мне довольно-таки часто. Наверное, половину моих зрителей интересует данная проблема, данная тема. Она довольно-таки глубокая и широкая, поэтому в одном сюжете я ее осветить не успею. Но, пожалуй, открою цикл сюжетов на эту тему, где рассмотрим все эти вопросы и вглубь, и вширь, и, эту тему осветим во все места. У меня уже есть несколько роликов про лекарства, которые я тестировал для продления секса. Посмотрите, я их оставлю внизу, вот там вот в описании под видео. Ну а сейчас будем рассматривать причины. Причины, почему мужчина быстро кончает. Итак, поехали. Существует 3 причины, почему мужчина быстро кончает. И сегодня мы разберем их все. Но, во-первых, что же такое быстро? В медицинском сообществе нет четкого мнения, что такое быстро, что такое медленно. Это показатель очень индивидуальный и у всех разный. Однако существуют средние показатели, которые говорят, что если мужчина тарабанит свою женщину меньше 10-15 минут, то женщина не получает от этого процесса никакого удовольствия. Это очень вредно для отношений, и поэтому все стремятся тарабаниться как можно дольше. По моему мнению, все, что меньше 10 минут, это считается ранним семяизвержением. Если ваше время не дотягивает до этого 1-2 минуты, ничего страшного. Если не дотягивает до этого времени много минут, то тут уже придется серьезно поработать. Методы лечения я сегодня рассматривать не буду. Это тема для более подробного ролика, который, наверное, выйдет потом. Ну а для тех, кто торопится, кому некогда, могу рекомендовать свой старый ролик, который я записывал пару лет назад. Он называется «Как долго не кончать? Обзор препаратов для лечения раннего семяизвержения». Это мой тест препаратов, которые для этой темы существуют. Если коротко, могу рекомендовать лекарство Примоксетин. Это более-менее универсальное средство, которое помогает дольше не кончать большинству мужчин. Рекомендую его. Ну а сегодня будем рассматривать причины, почему же так происходит. Первый вариант – это психологические проблемы. Чаще всего они возникают у молодых и неопытных мужчин. Часто бывает, что парень очень возбужден, очень сильно хочет, или наоборот, не уверен в себе, комплексует, боится показаться каким-то там неумелым и неопытным перед опытной женщиной. Много может быть вариантов, но все они связаны с психологией и с мозгами. И самое лучшее решение здесь – это чаще заниматься сексом, потому что с возрастом и с опытом это, как правило, проходит. Но также могут помочь некоторые лекарственные препараты, например, тот же Примоксетин с этой проблемой нормально справляется. Вторая возможная проблема – это повышенная чувствительность члена. Данная тема характерна в основном также для молодых и неопытных самцов, но может быть у всех. Например, именно эта проблема была у меня, и я с ней довольно-таки долго боролся. Дело в том, что член очень чувствителен, любое прикосновение к нему очень хорошо чувствуется, очень сильно возбуждает, и от этого мужчина быстро кончает. И бороться с этой проблемой может быть довольно-таки проблематично. Иногда даже доходит до операций, но чаще всего все-таки это проходит с опытом и с возрастом. Примоксетин здесь также может помочь. Ну и третья возможная причина – это наличие воспалительных заболеваний. Эта причина характерна уже не для молодых, а наоборот для возрастных мужчин от 40 лет и старше. Часто так бывает, что раньше было все нормально, мужичок тарабанился по часу, а теперь резко бац и стал быстро кончать.
Связано это с наличием таких воспалительных заболеваний, как простатит и везикулит. Здесь нужно комплексное лечение. Премоксетин здесь, конечно, может помочь, но уже не так эффективно. Здесь нужно комплексное лечение именно от простатита. Это тема уже отдельного разговора. Ну вот, друзья, мы разобрали 3 причины, почему же мужчины быстро кончают. Определите, какая причина именно у вас, и от этого уже будет строиться стратегия избавления от данной проблемы. Ну а в следующих роликах я уже буду рассказывать о методах лечения, которые показали свою эффективность на практике. Но это уже, друзья, будет зависеть от вас. Если вам интересна эта тематика, то ставьте лайки. И если это видео наберет, ну допустим, если это видео наберет 1000 лайков, то мы эту тему продолжим. Вот так вот. Ну а на сегодня это все. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ставьте лайки, я уже говорил. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны. Все, до новых встреч. И да пребудет с нами сила Тодолофила.